Всем привет, с вами Гидар, и сегодня я иду работать. Вкусная точка. С утра встал, время в 6 утра, там, чё, идем, короче, через 15 минут я буду там. И это первый день и первая работа официально. Вкусная точка, Макдональдс. Буду строить карьеру. Бежим на работу, короче. Мне осталось около 30 минут, и у меня смена начинается. Вот. Я минут 15 назад только встал, помылся, воду попил и короче, побежал. Ой, работа идет, короче. Я обычно работаю по 8 часов в неделю 3 раза. Платят мне 187 рублей в час. Ну, это чистыми получается. А так 215. И 13% съедают НДФ. А работа нормальная. Не очень сложная. Просто надо сделать свои дела, обязанности, которые тебе дают. Ну, сперва объяснять все. Но в дальнейшем приходится самому некоторые моменты делать. Потому что не все из того, что они дают, нужно делать. И не все, не всегда правильно. Но это опять же зависит от коллектива, как они тебя научат и как это вообще получается. Работа не трудно. Просто самое трудное это стоять на ногах. Вот это меня шутка и измодит. Трудно, короче. У нас есть 30-минутка отдых и 2 15-ки. Это если по 8 часов работы. Там свои отдыха относительно перерыв, короче, относительно количества работы. Если, например, ты работаешь 6 часов и 31 минут, но более этого, то ты уже можешь отдых взять 2 15-ки. Но они сразу даются. Не бывает, редко такое, что одну 15-ку, потом вторую. Вот. И еще 30 минут. Вот так. А если меньше, то только 30 минут дают. Если больше, то каждый час плюс 10 отдыха. Вот. Это больше 9 часов. И также обеды разделяются. Если больше, то дают там обед. Там предлагается разные гамбургеры, чизбургеры. Конечно, Big Special не дают. Но там Chicken Premier можно. Грант, например. Картошку. Там достаточно много чего разрешают. И сладкого там пирожок, там мороженое и напитки 0,2. Вот. При обычном больше 6 часов и 30 минут. Если меньше, то только обед и 1 напиток. А если больше, то 2 напитка и 1 десерт. До этого 2 десерта было. Сейчас 1. Еще если больше 9, то 2 обеда сразу можно покушать. Вот. Переработки есть. Потом ночная ставка тоже. Переработки это от 168 часов. То есть если больше 168 часов работаем, то каждый час после этого, например, 169, вот этот час удваивается 2 раза. Ставка. Ночная есть. Это если ты работаешь ночью, то твоя... Это сколько сейчас? От 11 вроде, если не ошибаюсь. Вот. Каждый час на 20% получается увеличивается ставка. Там еще какие-то условия есть. А если больше, в неделю там больше смена ночные, то ставка удваивается 2 раза. А так пойдет. Когда я иду из дома к работе, я вот примерно так же иду. Это недолго. Вот озеро. Только у меня рука шатается. Здесь вид хороший, красивый. Люди ходят, бегают и рыбы ловят. Обычно там десяток. И здесь еще белки ходят. Где-то здесь. Наверное, уже спрятались. Вот.
И получается здесь скамейки, там природа. И вот там, короче, моя работа, вкусная точка. Вот. Еще 13 минут осталось, все норм. Я успею некоторые вещи показать. Потом еще ночная смена опять на 50% увеличивается ставка. Ну, короче, ночью работа кайфовее, чем утром, например, потому что работа ночью меньше. И, время из-за этого долго тянется. Когда много работаешь и все. Вот. Оп, все, мы заходим почти. Идем. Так, я спустился. Можно вот так спуститься. Или так. Иду за дверь. Решеточка. Вот, короче, Макдональдс. Там, короче, отсюда обычно захожу. С заднего входа. Можно спереди, конечно. Вот. Если она открыта, открыта. Мне сейчас правая рука нужна. Берем, короче, руку. Так, я. Блин. И дверь открывается. Вот как-то так. Гардеробную вот я показал. Вот. И кружок делал. Мне сейчас надо раздеться и все, идти работать. Так-то еще можно пораньше чуть выйти. На 5 минут, например. Это разрешается. 7:55 выходить. Там ровные, красивые числа, можно сказать. Пятерки и нолики. Вот. Вот у нас вначале. Здесь видишь модель вот тут. Здесь, короче, моемся там. Здесь шкафчик. Вот у нас маленькая такая переодеваться. Вот. Как-то так. Вот, и сел кушать, короче. Двойной чизбургер. Надеюсь, здесь глушилка стоит. А тут в тот раз снял. Там не на тот микрофон. Вкусно. Сейчас я знаю, что можно кушать. Главное чизбургер. Чикен премьер. Грант. И Цезарь ролл. Все. Все остальное такое себе для сотрудников. То есть бесплатная еда. Вот покупаете вот капучино, например. И там вот это сейчас, по сути, воздух. Вот это сейчас. Потому что там сливка избита с молоком и все воздушное. Все. Это вроде, если не ошибаюсь, точно 0,2, не больше. Следовательно, здесь 150 миллилитров, может даже меньше, самого капучино. Морковку взял и пирожок. Обычно я яблоко беру вместо пирожка, чтобы много сладкого не есть. Сегодня вот так. Решил себя побаловать. Вот я перестал картошку брать. Вот картошка реально, мне кажется, слишком. Может, морковь. Вам еще вот эту часть покажу. Надо еще будет рассказать вам, как я, то есть, сперва где я работал, в каком станции. И как это происходило. Да, что-то я быстро сел. Где мой сахар? Вот он. Я понял, как экономить на сахар. Берешь каждый раз с собой 5 пачек сахара и засовываешь себе в карман. Да. И экономишь 20 грамм. Только я сахар не ем, я только воду пью. Из-за этого мне это не зачем. По сути, так делаю, никто не будет тебе говорить, что ты вор. То, что ты взял просто, чай пить, 5, и с собой захватил. И все. Никто на это даже не обратит. Постепенно так можно сахар себе
накопить на килограмм. Получается, сколько надо будет поработать? 20 грамм, это у нас, 50 дней работы. И у вас уже целый килограмм сахара. Сэкономил 60 рублей. Обычно я беру капучино. Американо слишком курт из напитков. А так бывало, что я беру просто воду. А то слишком много сахара. Вот здесь это у нас компьютер, у которого нету даже клавиатуры, мышка есть. А здесь у нас телевизор. Они оба, по сути, работают, но и не работают. Потому что никто им не пользуется. Здесь 3 стола, получается. Вот, первый, второй, третий. И диван такой. Мусорка. Здесь у нас новости, которые мы читаем иногда. Стол, стулья. Еще здесь, вот здесь надуваем этот шарики. Лампочка, часы и тому подобное. Короче. Вот здесь это питание. И там, короче, мы берем ладно ставим и отчитываемся. Вот. Наконец-то я вышел из работы. Здесь рядом из выхода туалеты находятся. Так, пол, стул, как обычно. Мусорка рядом, детские стулья. У нас 2 выхода, получается, слева. Вот, люди сидят, кушают. Потолок, там обслуживание. А здесь справа еще люди, наши работники работают, менеджер, вывески. Это стойка для обслуживания, самообслуживание мусора, опять то же самое. Дверь, да, гирлянда, везде светится, чтобы внимание привлекать. Вот. А у выхода уже шоссе. Машины катаются, везде их дофига. И сам, конечно, Макдональдс, он такой, не сказал бы, что огромный, но достаточно большой ресторан. Вот. Вот я видос домонтировал. К сожалению, я интервью не смог взять у менеджеров. Сейчас сижу, домонтирую и выложу видос. Я покушал. Вот сейчас даже могу показать. Приготовил себе. Мясо и горячего мяса в роту. Что сказать про работу еще хочу дополнить то, что я не буду стоять только на месте и поищу новую работу. Буду искать. Если найду, то чики-пуки будет. Может, про это тоже расскажу. Еще, если вы хотите, могу рассказать некоторые, адекватные, неадекватные там клиенты, которые были, смешные моменты. Например, там у нас один клиент пришел из Мак кафе, там приехал и говорит менеджер, иди сюда. Менеджер подходит и говорит, у вас асфальт не ровный, я пожалуюсь там, и свое начал гонять. А у меня в голове только мысль пришла, на что он может пожаловаться. Но вот до асфальта я не додумался. Еще что? Конечно, не забывайте подписываться, ставьте лайки. Я вас люблю. У меня новый телеграм-канал открылся. Обязательно заходите под комментариями и подписывайтесь. Там снизу будет. Еще. Сейчас буду еще дополнительно про таблицы. Отдельный ролик хотя бы сниму. Я знаю, вам это не нравится, но все же. Пишите в комментарии и обязательно критикуйте структурную критику от вас, что я буду стараться делать ролик почаще и более качественный. Пока что, да, я знаю, что могло быть лучше, но вот так. С вами был Аскер. Подписывайтесь сюда, смотрите здесь ролики или здесь, как там, ставьте лайки. Все, давай, до встречи.